SCP-140. Недописанная летопись. Объект номер SCP-140. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-140 ни при каких обстоятельствах не следует приближать ближе, чем на 15 метров к чернилам, человеческой крови и любым другим жидкостям, подходящим для письма. Обо всех случаях контакта с кровью или чернилами следует докладывать незамедлительно. Все оставшиеся от первого издания копии SCP-140 следует отыскать и уничтожить. Чем скорее, тем лучше. Остаться должен только оригинал SCP-140 в целях изучения, предупреждения и составления списка всех возможных SCP, которые могли быть созданы, описанной в книге цивилизации. SCP-140 содержится в зоне 76, в опечатанном подземном хранилище, на столе. На данный момент все опыты с оригиналом SCP-140 запрещены. Исследователям следует изучать заранее подготовленные копии, не подписанные автором оригинала и таким образом лишенные свойств оригинала. При проведении одобренного исследования SCP-140 не следует извлекать из хранилища, а сеанс чтения не должен длиться более 9 часов. Доступ к SCP-140 дает главный исследователь, и только для исследований. Вооруженная охрана реагирует на все попытки воровства стрельбой на поражение. Если какой-либо сотрудник начнет проявлять симптомы навязчивых идей касательно SCP-140 или возможного информационного заражения, сотруднику следует ввести амнезиак класса А, при необходимости создать ложные воспоминания и перевести на другой проект. После этого следует следить за рецидивами. Описание. SCP-140 – современная книга в непримечательном черном переплете с неизвестным числом белых страниц. Обложки нет, но название «Хроники Девы» видно четко. Первый разворот подписан автором, подпись расшифровать не удалось. Текст подписан 1900 годом. Внимательному наблюдателю заметно, что в переплете гораздо больше страниц, чем должно бы быть. Читавшие текст сообщают об ощущениях паранойи, беспокойства и иногда тошноты во время прочтения SCP-140, хотя это можно отнести на счет содержимого книги. Несмотря на это, абсолютное большинство читателей называют SCP-140 захватывающим и выражают интерес к дальнейшему прочтению, несмотря на зачастую отталкивающее содержимое. Каждый 15-й читатель отмечает, что SCP-140 слегка пахнет засохшей кровью. SCP-140 – подробные хроники древней цивилизации, зародившейся в центре Южной Сибири, которая называла себя девитами. Как и все культуры, девиты менялись со временем, но во многих вещах они проявляли необычное постоянство. Основными чертами культа девитов во все времена можно назвать милитаризм, стремление к завоеванию, поклонение предкам, управление большим числом рабов из городских центров, жуткие человеческие жертвоприношения и регулярное проведение чернокнижных ритуалов, причем действенных. Некоторые объекты и звери, созданные культурой девитов, настолько ненормальны или опасны, что, если верить книге, они достойны считаться SCP-объектами. В случае контакта SCP-140 с любой жидкостью, подходящей для письма, в том числе человеческой кровью, текст хроники разрастается. Человеческая кровь, судя по всему, самое мощное вещество для письма, но в любом случае объемы нового материала не соответствуют количеству вылитой жидкости. В основном, новый текст относится к более поздним эпизодам истории девитов, продолжая таким образом хронологию или описывая новых персонажей и артефакты. Но иногда появляются более подробные описания ритуалов, культуры и прошлых событий, а также иллюстрации. То, что в прошлом изложении было поражением в войне, оборачивается временным проигрышем. Появляются новые личности и события. Археологи фонда находили описываемые в книге артефакты и следы цивилизации девитов в соответствующих местах и слоях,
В некоторых случаях это были уже тщательно исследованные раскопки. Временами девиты распадались на несколько городов-государств, но раз от разу они возвращались к империализму под управлением религиозной аристократии, собственно Дева, представители которой занимались каннибализмом и чернокнижием. Изначально исследователи фонда считали, что Дева были классом общества, имена и должности в котором передавались по наследству. Свидетельства и события от уже указывают на то, что члены Девы обладали неестественным долголетием, что было результатом. Некоторые исследователи, в частности профессор, сделали вывод, что Дева настолько отличались от современных людей, что их следует выделить в отдельный вид, что подтверждается иллюстрациями в самой SCP-140 и... Для хронологии SCP-140 очень подробно, больше похоже на биографию, чем на летопись. В ней встречаются брачные описания ритуалов, жертвоприношений, битв в повседневной жизни и жизнеописания исторически важных личностей с цитатами и датами рождения. По именам названо более персонажей, в том числе тот, кого ранее называли SCP-140-A, но только для персонажей есть свидетельства об их смерти. Археологи фонда обнаружили несколько развалин, которые соответствуют описываемой культуре девитов в нескольких местах в Сибири, Северном Иране и Монголии. Артефакты и следы межкультурных конфликтов и контактов были обнаружены даже в Карпатах, Северном Пакистане и Китае. К этим следам относится SCP приложение 140-A. SCP-140 был найден в кабинете покойного историка. Бывшего владельца нашли в его кабинете в университете. Причиной смерти было нанесение самому себе порезов на обоих запястьях. В кабинете не было ни следа крови. Коллеги, будучи допрошенными, рассказали о записке, написанной почерком, выцветшими чернилами. Всем свидетелям ввели амнезиаки класса А и создали ложные воспоминания. В записке было написано «Простите меня, я должен знать». Все книги в радиусе 15 метров, не считая нескольких краеведческих, были пусты. В оставшихся же книгах появились данные о взаимодействии цивилизаций девитов и описываемых культур, или описание истории и культуры девитов в контексте описываемого края. Все эти книги были конфискованы. Все прочие печатные материалы были пусты. Также все чернила из ручек, принтеров и картриджей исчезли. Приложение 140-B. Хотя SCP-140 была издана в 20 веке, изложение книги таково, что некоторые события, лица и действия описываются неизвестным автором SCP-140 от первого лица. Исследователи фонда разыскали издателя SCP-140. Типография издала книгу в экземплярах на средства некоего богатого господина. Далее SCP-140-A. Подпись SCP-140-A на контракте совпадает со странной подписью на развороте SCP-140. Более 40 книг вышли из-под пресса пустыми. Чернила из них высосали остальные книги. На сегодняшний день агентам фонда удалось найти и уничтожить книг из всего тиража, но где-то еще находятся от до книг. 2 раза текст книги разрастался сам по себе, хотя в это время книга не вступала в контакт с какими-либо жидкостями и оставалась в хранилище. Ведется расследование и охота на автора SCP-140. В случае прямого контакта агентам рекомендуется приложение 140-C. Исследование SCP-140 и других хранимых объектов, относящихся к цивилизации девитов, показало, что если экстраполировать события на современную историю, возрождение враждебно настроенной цивилизации девитов после 1000 года нашей эры создает крайне серьезную, возможно даже имеющую обратную силу, угрозу фонду и современной цивилизации в известном нам виде.
Моделирование показало, что даже в лучшем случае возрождение девитов в наше время повлечет за собой перестройку современного общества класса СК, мировую войну с ожидаемой цифрой потерь и полное рассекречивание фонда. Приложение 140D. Дневник, найденный на его домашнем компьютере, утверждает, что в самом первом прочтении SCP-140 история закончилась почти полным уничтожением цивилизации девитов и геноцидом всех известных дева в году до нашей эры силами войск китайского генерала Чинь Кая. В результате нескольких нарушений условий содержания, в том числе нарушений, описанных в дневнике, добавлен изрядный кусок текста, в котором описывается перегруппировка выживших и миграция в другие регионы Центральной Сибири, постепенное восстановление империи, продвижение культуры и техники. На данный момент книга описывает падение этой империи от войск Чингисхана в начале его великих завоеваний, хотя судьба многих ключевых персонажей и нескольких городов не ясна. Будут снаряжены экспедиции археологов фонда для исследований. Приложение 140Е. После случая, произошедшего в дату на месте раскопок повлекшего более потерь, всех археологов, находящихся на исследовании любого возможного местонахождения артефактов или развалин девитской цивилизации, должна сопровождать вооруженная охрана. SCP-141 был устранен, SCP-142 находится в бегах. Все другие аномальные объекты и явления были уничтожены попаданием в место раскопок крылатой ракеты. Агент получил награду и прошел курс лечения от посттравматического стрессового синдрома. Доктор получил награду за храбрость посмертно. Ведется расследование возможной причастности SCP-140-A или его агентов к событиям даты